Всем привет! Сегодня я займусь внутренней отделкой в своей квартире. Хочу переделать две стены. Именно вот эту стену в коридоре и стену, которая ведет к ванне и далее к кухне. Они у меня самые проходные в моей квартире. И вследствие этого подвержены больше всего износу. Тем более в тех местах, куда достает ребенок. Перекрашивать приходится все это дело каждый год. Уже делал я это раз 5. Мне все это дело порядком надоело. Это меня сподвигло к мысли подумать о более износоустойчивом материале. Я тут же подумал о натуральном шпоне. Тем более, что у меня есть красивейший шпон американского ореха, который прекрасно подходит по цвету к этой двери. Шпон — это очень красивый и экологичный материал. И в его износоустойчивости я уверен на 100%. Я еще не видел, чтобы кто-то клеил шпон прямо на стену, то есть прямо на штукатурку. И мне захотелось посмотреть, что получится у меня из этой затеи. В общем, давайте от слов к делу. И я сегодня попытаюсь вам очень подробно рассказать и показать все нюансы этого процесса. Надеюсь, что в конце получится не только практично, а еще и очень красиво. И первое, что мне необходимо сделать, это избавиться от старого покрытия. Это флизелин. Потом я проверю стену на дефекты, не должно быть никаких глубоких царапин или рытвин, чтобы в месте приклеивания шпона к стене не было никаких пустот. После чего я хорошенько обработаю стену грунтовкой глубокого проникновения. И можно будет сказать, что стена готова к поклейке. Поехали! И теперь нам нужно все вот эти места, где есть неровности и углубления, всяческие рытвинки, зашпаклевать, чтобы впоследствии у нас стена была идеально ровная и гладкая. После того, как высохла грунтовка, стена уже полностью готова к оклейке шпона. И сейчас передо мной стоит задача подобрать рисунок, в какой последовательности он будет клеиться на стену и каким образом. Сейчас я открою шпон и просто, приклеивая скотчем примерно к стене, буду подбирать рисунок. Вот такой красивый рисунок. Напомню, шпон американского ореха. Толщина его 0,6 мм. То есть он очень гибкий, но в то же время достаточно хрупкий. Если он треснул, ничего страшного, можно склеить скотчем и в таком виде уже клеить на стену. Вот так выглядит самый удачный вертикальный рисунок со смещением. Рисунок немножко переворачиваю, чтобы здесь сходились светлые полосы, а на следующей полосе темный рисунок. Далее опять светлый и опять темный рисунок. Так получается очень симпатично. И сейчас попробую горизонтально расположить рисунок. Ну, так мне уже нравится. И, кстати, такой вариант очень понравился моим близким. Ну и вот, друзья, второй вариант, горизонтальный, тоже получается красиво. Но я больше склоняюсь к первому варианту, к вертикальному. Из-за того, что по центру стены дверь получается два коротких отрезка и не сильно видно смещение рисунка, как будто вот здесь вот просто доски. Так что мне кажется, я больше склоняюсь к вертикальному. Сейчас еще созову семейный консилиум. И мы все-таки решим, какой из двух вариантов. Можете написать, друзья, в комментариях, какой бы вариант оставили вы. Или, может быть, у вас другое видение. Интересно послушать ваше мнение. И уже очень вкусно пахнет в доме. Пахнет настоящим деревом. Такой непередаваемый, очень приятный запах. Итак, мы остановились на вертикальном рисунке. Он нам понравился больше всего. Теперь моя задача подготовить каждую полосу по отдельности, то есть склеить ее по длине в рубашку и идеально обрезать с двух сторон.
чтобы стык потом получался идеально ровный. А обрезать буду с помощью вот такого самодельного ножа для обрезки или прирезки шпона. Ссылочку оставлю в описании, как я его сделал. Это очень простой нож. Он состоит из двух кусочков фанеры, а вот здесь вот вставлено обычное лезвие. Обрезать буду с помощью вот такого вот ровного шаблона. Это кусок ЛДСП шириной 150 мм и длиной 2,70 мм. Шаблон я рассчитывал таким образом, чтобы у меня получался минимальный обрез с двух сторон. Ну, сейчас все покажу. Выставляем шпон относительно ровного шаблона в плоскость. И теперь совмещаем рисунок. Этот кусок тоже выставляем в плоскость, чтобы потом не обрезать лишнего, чтобы более-менее уже ровно получалось. И теперь вот так вот я совмещаю рисунок. Я люблю на стыке получать зеркальное отражение. Кто же любит более хаотичный рисунок, можно как угодно, в принципе, совмещать. И теперь нам нужно прирезать вот здесь под углом 90 градусов. А потом зафиксировать скотчем и уже обрезать идеально по длине по шаблону. Теперь беру подготовленный кусочек фанеры. Здесь угол 90 градусов. И относительно плоскости шаблона аккуратненько выставляю. И также аккуратно прорезаю. Прорезать нужно в несколько приемов. То есть первый слегка продавливая, потом сильнее и сильнее. В конце не дорезайте. Лучше это делать в обратную сторону, потому что шпон выкрошится. Или просто лопнет здесь в конце. Все, готово. Прорезая сразу две ламели шпона, мы получаем в итоге идеальный стык. Это все дело нам уже не нужно. Так, теперь совмещаем и смотрим. Отлично получилось. И чтобы рисунок не сбился, нам его нужно зафиксировать обычным малярным скотчем. Можно давать небольшую такую натяжечку при склеивании. Есть. Теперь горизонтальный стык уже никуда не денется. Он уже зафиксирован. Нам остается лишь идеально обрезать с двух сторон. Теперь кладем наш шаблон сверху, выставляем его как можно точнее по центру и обрезаем нашим специальным ножом с двух сторон. Одна полоса у нас уже есть на всю длину, остальные делаем точно так же. Итак, я подготовил и нарезал все полосы, а также их пронумеровал, чтобы потом уже не путаться при оклейке. Вот они здесь все у меня лежат по порядочку. Так что можно приступать уже непосредственно клеить их на стену. Клеить буду на контактный клей. Вот такой фирмы Клейберит 152.0. Мне очень нравится этот контактный клей. Наносить его нужно на две поверхности, как на сам шпон, так и на поверхность, на которую мы непосредственно клеим. Потом ждем буквально 5 минут, проверяем на отлип, чтобы не хваталось, и можно аккуратно будет клеить. Контактный клей очень вредный, так что обязательно проветриваем помещение и не забываем о средствах защиты. Я приобрел на AliExpress уже где-то полгода назад вот такой респиратор. Очень доволен им. Есть различная расходка на него, различные фильтры. Все также очень доступно по сравнению с ценами, которые здесь у нас в интернет-магазинах. Это практически в 2 раза дешевле обходится. По-моему, за 1600 я его приобретал. В общем, кому интересно, я ссылочки оставлю в описании. Все под видео.
Проверяем на отлип, не должно уже прилипать, не должно тянуться никаких нитей. Все прошло буквально 5 минут и можно клеить аккуратненько. Сначала хорошенько разглаживаем в плоскость, а потом хорошенько нужно будет везде, во всех местах прижать, чтобы нигде не осталось воздуха, то есть притереть. Делать это можно просто с закругленной палочкой. Постепенно, вот так вот, силой давить и хорошенько все разглаживать. И проверять рукой на шелест. Вот здесь хорошо уже приклеено. А здесь присутствует шелест, значит есть неприклеенные места. Все, отлично, идем дальше. Вот такой получается очень аккуратненький шовчик. Здесь на углу я сделал буквально миллиметр припуск. И потом просто зачищу это все идеально в плоскость со стеной. Вот такой получается вертикальный шов. Просто идеально. Есть, друзья, доклеил я одну стеночку, получается просто шикарно. Камера, конечно, всего не передает. Я пытался по максимуму здесь добавить освещение, но все равно вживую смотрится намного круче. Камера не совсем передает текстуру. Сейчас попробую вблизи вам снять. Вот такая обалденная текстура вблизи, очень качественные стыки получаются. В комнате появился очень приятный запах дерева. Кстати, насчет клея. Я опасался, что он будет просто здесь адски вонять. Я даже отправил всех своих родных на 2 дня в гости. Но получается, что респиратор нужен только при намазывании клея. И буквально через 5 минут он уже подсыхает. И быстро, очень быстро выветривается. Так что через 5 минут уже свободно можно работать без респиратора. Вот здесь у меня уже подготовленные все нарезанные и пронумерованные полосы на другую стеночку. Мне осталось поклеить вот эту стенку. Все доклеил, и сейчас покажу, что же у меня получилось. Конечно, камера немного не передает, потому что полный обзор она не захватывает. Сейчас я попробую сделать вставочку с супер широким обзором. Я специально на него не снимал, потому что он очень-очень сильно искажает линии. Получается такой рыбий глаз. И вот, друзья, вот так все смотрится с широким обзором. Мои родные все просто в восторге от того, что получается. И я в том числе. Вот эта стеночка получилась немножко темнее. Тут немножко другой рисунок. Еще раз хочу объяснить некоторые моменты в конце, так сказать, подвести итог, основные правила вывести. Обязательно каждую полосу на всю длину нужно подбирать рисунок и совмещать до приклеивания, чтобы получалось вот такое качество. Если бы мы это делали уже на стене при приклеивании, у нас бы ничего не получилось. Это уже
пройденный вариант. Второй немаловажный нюанс. Первую полосу в ряду нужно приклеить как можно ровнее. То есть изначально нужно прочертить какую-то линию очень ровную по правилу или по вашей подготовленной линейке. И строго-строго по этой линии наклеить. Шпон не тянется, он, конечно, позволяет в сторону уходить на миллиметр, на 2. Но в случае, если стык будет неровный и шпон постепенно будет уходить, вот здесь вот на этих швах будет расходиться шов потом. Так что обязательно ровная, идеальная ровная линия должна быть на первом ряду. Еще не пытайтесь точно попасть по углу, то есть оставляйте небольшой припуск. Но это правило везде используется, в том числе при поклейке обоев. В дальнейшем я это место просто сошлифую аккуратненько. Не надо пытаться сразу нанести клей на всю стену. Делать это нужно для каждой полосы отдельно, немножко захватывая следующий ряд. Для того, чтобы при нанесении клея на следующий ряд не заходить клеем, не попадать на сам шпон. Если стена не идеально ровная, а с вот такими выступами, их довольно-таки непросто вырезать. И подготовить каждую полосу нужно изначально также до поклейки. Делал я это все, друзья, с помощью вот таких вот шаблончиков из обрезков того же шпона. Постепенно их подгонял, подбирал углы. Ну а потом внизу уже совмещал с каждой полосой ряда и обрезал эту полосу по шаблону. Для упрощения работы и чтобы не делать лишних движений, я начинал клеить от угла. Рассчитал по ширине каждую полосу, чтобы вот здесь вот в конце был небольшой припуск. Иначе, если бы я клеил от этого угла, здесь бы в конце была бы самая сложная подгонка. Итак, можно сказать, что половина работы окончена. В таком виде шпон ни в коем случае оставлять нельзя. И в следующей заключительной части мы уже подготовим его непосредственно к эксплуатации. Нам предстоит все это дело очень аккуратно зачистить, зашлифовать и покрыть маслом. Все это дело я также вам покажу, попытаюсь также подробно объяснить. Ну а если что-то непонятно из этой части по поклейке, задавайте свои вопросы в комментариях. Я с удовольствием на них также на все отвечу, кому что непонятно. Так что всем спасибо за просмотр, друзья. Поддержите видео лайком. Всем пока, до скорых встреч.